эксперт по криптовалюте. Дамы и господа, без лишних слов, пожалуйста, помогите мне оказать теплый малазийский прием. Андреас Антонопулос. Но прежде чем я начну, я хотел бы получить представление о вас и немного понять, сколько людей знакомы с технологиями, которые мы будем сегодня обсуждать. Итак, поднимите руки те, у кого есть биткоины. Окей, хорошая явка для сообщества. Привет. Спасибо, что пришли. Привет. Спасибо, что пришли. Сколько людей видели или проводили транзакции в биткоине, но не владели им, только испытывали это? Только несколько. Очень хорошо. И сколько людей никогда не проводили транзакции и не имеют понятия, что такое биткоин и как он работает, и являются новичками в данной теме? Хорошо. Давайте начнем с основ биткоина. В октябре 2008 года в неизвестной анонимной рассылке под названием Шифропанк анонимный участник, использующий псевдоним Сатоши Накамото, объявил о публикации статьи и сказал: «Я думаю, что решил проблему в области компьютерных наук. Я нашел способ создания системы электронных денег, которые отправляются между людьми, peer-to-peer, как мы говорим в компьютерных технологиях. Об этой системе электронных денег я написал технический документ и внедрил его в программное обеспечение. И в то же время Сатоши Накамото опубликовал белую книгу. Вы можете скачать ее онлайн. Она доступна на bitcoin.org. Вы можете ввести в поиск «Белая книга Сатоши Накамото» или «Белая книга биткоин». И вот на этих 9 страницах Сатоши Накамото подробно описал и таким образом предсказал многие вещи, которые произошли в течение последующих 7 лет. Каким биткоин был и каким он мог стать, и как он будет работать. Но он не остановился на этом. Или она не остановилась. Или они не останавливаются. Потому что мы не знаем, Сатоши Накамото — это мужчина, женщина или группа людей. Или пришелец из будущего. Ладно, вероятно, не последний. Сатоши Накамото опубликовал программное обеспечение и пригласил людей принять участие в управлении сетью, и это дает вам первый намек на то, как работает биткоин. Биткоин — это программное обеспечение. Биткоин — это приложение, среди прочих, которое вы скачиваете и запускаете на своем компьютере. Вы можете запустить его на ноутбуке. Вы можете запустить его на рабочем столе. Желательно на компьютере, который постоянно подключен к интернету. В настоящее время оно использует много оперативной памяти и дискового пространства. Но в те времена оно было очень легким. И если вы запустите эту программу, она обращается в интернет и находит других людей, работающих в этой программе. Вы не знаете, кто эти люди. Она не обращается к конкретным людям. Она создает случайную сеть, которую мы называем peer-to-peer, где каждый участник системы равен. Нет никакого специального компьютера. Они все просто разговаривают друг с другом. Создается то, что в сетевых терминах мы назвали толпой. Случайным образом обращается и подключается к разным компьютерам, на которых программное обеспечение биткоин. И вместе они создают сеть. И это используется для обмена и распространения транзакций. Эти транзакции кодируются в цифровом формате. Они содержат информацию о передаче ценностей и авторизации.
для передачи ценностей между участниками. Никто не контролирует эту сеть. И это критическая концепция. Никто не контролирует эту сеть. Вы управляете одним из этих компьютеров, но вы не контролируете эту сеть. Вы запускаете одно из этих приложений, оно подключается к другим людям, и вы запускаете еще одно из этих приложений, и она связана биткоином с другими компьютерами, которые коммуницируют биткоином. И никто это не контролирует, никто не ответственен. Никто не ответственен. Как вы используете компьютер, который подключен к интернету, и коммуницируете с другими компьютерами в интернете? Никто не контролирует. Если вы напрямую взаимодействуете между этими системами. Эта сеть запущена 3 января 2009 года. И в этот день мир изменился. Впервые в истории денег, в истории доверия, в истории учреждений, в истории человечества появилась система, которая полностью независима от власти учреждений. Система, которая развивает доверие в результате совместной коммуникации и вычисления с помощью криптографии. Родилась система, которая позволяет людям обменивать ценность для передачи денег. И эти деньги называются биткоин. Таким образом, биткоин — это приложение. Это программное обеспечение, которое запускается на компьютере, которое взаимодействует с другими компьютерами, на которых есть сеть программного обеспечения биткоина. Биткоин — это название сети, которая управляет сетью биткоина и является коллекцией для всех компьютеров. И их около 6500 по всему миру, везде, где есть интернет. И это только те, о которых мы знаем, которые афишируют свое присутствие. Еще десятки тысяч просто слушают, без активного участия в сети биткоина. И вся эта инфраструктура используется для создания и передачи стоимости в виде транзакций, выраженных в новой валюте, в валюте биткоина. Валюта биткоин отличается от любых других денег, которые мы когда-либо видели. Прежде всего, как форма денег. Она не существует в физической форме. Это кульминация траектории, которую мы видели в истории человечества. Более 1000 лет деньги стали более абстрактной формой ценности. Мы начали с очень осязаемых форм ценности. Товаров. Козел, банан, ананас. Это очень невыгодные формы денег, потому что вы не можете их есть. Они сгниют или умрут, или могут быть потеряны. Это плохая форма денег, потому что вы думаете, что они ценны. От этого мы перешли к золоту, драгоценным металлам и штампованным монетам. И это уже лучшие формы денег, потому что вы не можете их есть, они не умирают и не гниют. Они не представляют собой ценность. И это интересная концепция. Деньги сами по себе — это не ценная вещь. Деньги — это то, что мы обмениваем на ценную вещь. Почему бананы — это не хорошие деньги? Потому что бананы — это ценность, которую вы пытаетесь получить. Деньги не ценны сами по себе, это просто то, что мы обмениваем на бананы. Это просто символ и абстракция, которая представляет собой то, что можно носить, дать кому-то завтра, а взамен тебе дадут бананы. Что в будущем является сутью денег? Сущность денег — это способность иметь абстрактный токен, который сам по себе является неизменным, неподдельным, вечным.
сохраняет свою ценность и представляет обмен ценностями в будущем как общение. Со временем эти вещи становятся все менее и менее физическими и все более абстрактными. Почему? Потому что люди не любят меняться. И если вы скажете кому-нибудь: «Я не собираюсь давать вам бананы за следующую работу, но не волнуйтесь, я вам дам блестящую золотую монету, которую вы сможете обменять на бананы», они посмотрят на вас и скажут, что они всегда получали бананы за работу и хотели бы иметь бананы, а не эту желтую вещь. 100 лет спустя они начали считать, что желтая вещь ценна. А затем вы говорите им: «Теперь я дам вам кусок бумаги вместо желтой вещи. Но не волнуйтесь, вы все равно можете обменять это на бананы». И большинство людей скажут: «Я не думаю, что это настоящие деньги. Я жду желтую вещь. Мир движется дальше». В конце концов, мы меняемся и говорим: «Знаете что? Вы не получите лист бумаги. Вы не получите монету. Вы зайдете и увидите цифры на странице или на веб-странице. Это сумма, которая имеется в банке. Но не волнуйтесь, вы все еще можете использовать это для приобретения еды, продукции, услуг. Это реальные деньги, но вы не можете пощупать и увидеть их. Это просто цифры. И, наконец, мы дошли до биткоина. Биткоин не имеет физической формы и не имеет образа. Он совершенно нематериален. Его нельзя коснуться. Это просто цифровая форма денег. Но это цифровая форма денег, которая полностью отличается от всего, что мы видели раньше. Чем отличается? Это не форма денег, которая записывается в базу данных или записи компании. Это не цифровая форма денег, которая представляет собой задолженность центральному банку или правительству. Это не цифровая форма денег, выпущенная суверенным государством, центральным банком, нацией, королем. Это форма цифровых денег, которая была выпущена с помощью сложных и энергоемких вычислений. В интернете записывается одновременно каждый компьютер, который есть в сети биткоин. Проверяются независимо все компьютеры, которые участвуют в сети биткоин. Не могут быть подделаны и не могут быть подвергнуты цензуре. Нельзя конфисковать и заморозить. Может передаваться по всему миру, поскольку информация может быть проверена независимо каждым, кто ее получает. И никем не контролируется. Его стоимость не контролируется. Его выдача и владение не контролируются. Она направляется от одного человека к другому, без посредников. Если я использую свой мобильный для оплаты биткоинов кому-то в этой комнате, я создаю цифровую транзакцию, которая признает тот факт, что определенное количество биткоинов принадлежит мне через доказательство моей цифровой подписи. И я разрешаю передачу этой стоимости другому владельцу, который сможет контролировать этот биткоин через свою собственную цифровую подпись и криптографический ключ. Теперь вам не нужно знать ничего о цифровой подписи и криптографических ключах. При использовании биткоина вы видите приложение на мобильном или на рабочем столе, в котором говорится, что у вас есть 3 биткоина. Оно позволяет ввести номер адреса получателя, точно так же, как, например, для электронной почты. Оно позволяет выбрать количество биткоинов, которые вы хотите переслать. И когда вы нажмете «Отправить», используется цифровая подпись и конфиденциальный ключ, который встроен в устройство, чтобы создать и подписать транзакцию, которая заявляется на всю сеть биткоин.
и говорит: «Я передал данную ценность». И тогда вся сеть знает, что эта ценность принадлежит кому-то другому. Они не знают, кто этот кто-то другой. Никто не знает. Когда вы делаете транзакцию биткоинов, она не привязана к личности. Вам не нужно создавать учетную запись. Вам не нужно регистрироваться. Вам не нужно указывать ID или имя, местоположение, адрес, возраст, пол, расу, религию, национальность, ничего. Вам даже не нужно быть человеком. И вы смеетесь, но это правда. Биткоин впервые в истории человечества позволяет нечеловеческим организациям активно контролировать и владеть ценностью. Это странно, потому что у нас никогда не было подобного в любой правовой системе опыта. Мы имеем юридическую фикцию корпораций, и они могут владеть ценностью, но корпорации могут существовать только как ассоциации между настоящими людьми. В биткоине программный агент, который не принадлежит кому-либо, с помощью криптографии может владеть и совершать транзакции биткоина на международном уровне. Это создает некоторые очень интересные, а также тревожные возможности для будущего. Системы искусственного интеллекта, которые могут владеть и контролировать деньги без участия какого-либо живого человека. Вы можете иметь корпорации, у которых нет директоров, нет живых людей в управлении, которые полностью контролируются программным обеспечением. Вернемся к людям. Если вы будете устанавливать биткоин-кошелек, вы должны пройти несложный тест для установки программного обеспечения. Вы должны иметь возможность загрузить приложение. Вот и все. Если у вас есть iPhone, вы должны помнить свой пароль iTunes для установки приложения. Я обнаружил, что это самая трудная часть, чтобы стать частью глобальной экономики биткоина. Помнить пароль iTunes. Если вы можете это сделать, у вас есть доступ к Google Play и базовое знакомство с мобильными приложениями. Если вы можете скачать файл .exe на Windows и установить его, и если вы можете дважды щелкнуть мышью, то это все. Вам не нужно регистрироваться, создавать учетную запись, указывать имя, адрес электронной почты. Вам не нужно доказывать, кто вы, где находитесь, или показывать, что вы достойны. Вы не должны иметь кредитный рейтинг. Вы не должны быть авторизованы. Это то, что полностью отличается от любой системы денег, которую мы когда-либо имели. Для интернет-поколения это очень знакомая концепция. При открытии браузеров и использовании интернета вам нужно зарегистрироваться или получить лицензию на использование интернета. Вам нужно создать учетную запись для посещения Википедии. Нет. Это единственное требование — загрузить и установить веб-браузер. Было время, когда идея позволить каждому человеку общаться без границ или цензуры во всемирной паутине пугала людей. Для некоторых людей это все еще страшно. Большинство молодежи находят в этом освобождение в глобальном смысле. Биткоин делает это с деньгами. Что происходит, когда каждый человек на планете через простой акт скачивания и установки приложения может без границ стать участником глобальной экономики, которая позволяет людям передавать и получать деньги в любой точке мира 24 часа в сутки, непрерывно в течение последующих 7 лет, с комиссиями, которые не зависят от суммы отправленных денег. Вы оплачиваете просто за емкость, которую вы используете в сети. Вы можете передать транзакцию биткоинов примерно за $1.
И неважно, отправляете ли вы $1 или $100 000, вы все равно платите $1. Не имеет значения, отправляете ли вы его в другую провинцию, в Малайзии, или отправляете на противоположный конец планеты. Неважно, являетесь ли вы физическим лицом или корпорацией, или отправляете вы физическому лицу или корпорации. Неважно, отправляете ли вы богатому или бедному. Вы можете. Биткоин меняет подход к финансам полностью. Но это только первый уровень. Потому что технология, которая дает биткоин, это возможность позволяет двум людям с различных концов планеты безопасно совершать сделки, не зная и не доверяя друг другу. Открывает целый ряд применений, которые мы еще не представляли. Биткоин — это не просто деньги для интернета. Биткоин — это платформа. Технологии биткоин используют сочетание блокчейна, которая является глобальной книгой транзакций, и которая записывает каждую сделку. Децентрализованный механизм консенсуса называется Proof of Work, что позволяет обеспечить безопасность блокчейну биткоина. Открытая система доступна, она позволяет любому желающему участвовать без барьеров, и она безгранична с нейтральным характером, давая возможность участвовать независимо от того, кто они. Единственное, что имеет значение, является ли сделка действительной, а не кто является источником или получателем, и не какая сумма. Это фундаментальные строительные блоки, которые позволяют биткоину открывать двери доверия десяткам, сотням, а затем тысячам предпринимателей. По своей сути, биткоин представляет собой замену доверия через учреждения на доверие через сети. На протяжении веков человеческое общество основывалось на том, что для координации деятельности между большим количеством людей нам нужно что-то доверять. И до сих пор лучшим ответом на эту проблему были учреждения. Группы людей, которые регулируются правами, политикой, с наблюдением, прозрачностью и ответственностью, встроенными в правила управления людьми, с целью создания центров доверия, через традиции, через репутацию, через долголетие. Через традиции, через репутацию, через множество лет. Учреждения доверия терпят неудачу. Они терпят неудачу во всем мире. Проигрывают газеты, проигрывают политические институты. Они терпят неудачу множеством способов. А причиной этого есть то, что они являются системами масштаба для институциональных обществ. Мы больше не промышленное общество. Мы являемся информационными обществами глобального масштаба, которые в массовом масштабе сотрудничают через границы. Мы решаем проблемы, которые касаются не 30 миллионов человек в одной стране, а 7,5 миллиардов человек на одной планете. А для проблем и сотрудничества такого масштаба традиционные институты не работают, они не масштабируются. Они неплохие. Их нельзя подкупить. Они просто не могут решить проблемы глобального общества. В то самое время, когда мы видим, что эти институты терпят неудачу, мы наблюдаем появление новых систем управления, новые системы глобального сотрудничества, системы, которые позволяют нам сотрудничать, общаться и решать проблемы в масштабе. А первая из этих систем — это интернет. И с этим мы видим первую систему связи, которая выходит за пределы стран и границ. Она позволяет кому угодно, повсюду и где угодно общаться. Биткоин представляет то же самое с деньгами. Он представляет собой сеть сетицентрической системы денег, которая находится за пределами национального государства. Ориентированные системы денег, что позволяет людям сотрудничать на глобальном уровне.
Это позволяет кому угодно и где угодно участвовать в глобальной экономике. Без барьеров, без границ, без идентификаторов, без учетных данных. Просто через акт запуска программного обеспечения. И это изменит мир. Спасибо.